Друзья, сегодня готовим очень вкусное домашнее кокосовое молоко. Из него же приготовим полезный йогурт. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная. Готовить кокосовое молоко самостоятельно – это куда бюджетнее, чем покупать его. Для приготовления можно использовать готовую кокосовую стружку, но вкуснее получается, если приготовить молоко из кокосов. После приготовления вы получите молоко, если захотите масло, а также приготовите полезный йогурт, а еще у вас останется порция домашней кокосовой стружки. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт, а также не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Под настроение я люблю готовить себе на кокосовом молоке латте, делать утреннюю овсянку, а также добавлять его в смузи. Из домашнего йогурта получается очень классный напиток наподобие айрана, он довольно-таки жидкий, освежающий, с легкой приятной кислинкой. Еще из кокосового молока получается совершенно потрясающий заварной крем и разнообразные десерты типа панакоты и какие-нибудь основы для других десертов. У каждого кокоса есть 3 глазка. 2 из них твердые, а 1 мягкий. Нужно прощупать глазки и отыскать тот, который продавливается под пальцами. Расковыряйте этот мягкий глазок. Нужно проделать себе путь внутрь кокоса, где находится водичка. Можно помочь себе чем-то длинным, я взяла отвертку. При выборе кокоса поболтайте его возле уха. Если кокос легкий и вода внутри не булькает, он может быть старым и сухим. Теперь, чтобы вылить воду, вставьте в отверстие 2 кусочка коктейльной трубочки. Через одну будет вытекать вода, а другая будет служить для доступа воздуха внутрь. Если вставить только одну трубочку, вода вытекать не будет. Немного подвигайте одну трубочку, пока вода не потечет наружу. Эту воду можно выпить, она очень вкусная. Возьмите молоток и нанесите ряд сильных ударов более острой стороной, как бы опоясывая кокос. Скорлупа лопнет по экватору, и вы запросто откроете орех. У меня на канале уже есть видео приготовления соевого молока. Также из него я готовила 2 вида сыра тофу, поэтому если тема растительного молока вам интересна, обязательно заходите в инфобокс. Там я оставлю ссылочки для вас, и там же будет располагаться список всех ингредиентов. Теперь нужно извлечь мякоть. Иногда нужно немного постараться и поковырять ее, а иногда она выходит очень легко целой половинкой. Поддевайте мякоть острием ножа и извлеките ее из скорлупы. Пришло время избавиться от темной плотной кожицы с внешней стороны. Ее можно запросто срезать ножом. Я встречала рекомендации готовить молоко из кокоса, не счищая эту кожицу, чтобы не заморачиваться. Но если вы планируете сохранить кокосовую стружку после приготовления, лучше все-таки очистить мякоть. Нарежьте кокосовую мякоть небольшими кусочками. Так блендер быстрее измельчит все и процесс будет идти равномернее. После очистки кокос я взвешиваю, и на каждую часть кокоса беру 1 или 1,5 части горячей воды. Такая концентрация готового молока мне нравится больше всего для добавления в кофе и для приготовления овсянки. Для других случаев я могу немножечко изменять концентрации. Кусочки кокосовой мякоти отправляйте в блендер. Если у вас небольшой или не очень мощный блендер, лучше измельчать мякоть небольшими порциями. Доведите воду практически до кипения и вылейте ее к кокосу. Благодаря горячей температуре кокос лучше отдаст масло жидкости. Измельчите кокос. Чем лучше измельчится мякоть, тем насыщеннее получится молоко. Когда измельчение будет завершено, оставьте получившуюся массу на 30 минут постоять. Пришла пора сливать молоко. Возьмите большую миску для сбора жидкости, установите в нее сито или дуршлаг и проложите его марлей. Я использую агроволокно. Отправляйте туда кокосовую массу. Соберите ткань в мешочек и начинайте отжимать кокосовое молоко. Делайте это тщательно и с усилием. Нужно отжать все по максимуму, пока вы не почувствуете, как стружка стала практически сухой. В зависимости от того, какую концентрацию воды вы выбрали, у вас получится больше или меньше молока разной насыщенности. Молоко очень ароматное. Вот сколько молока с 2 кокосов у меня получилось. А приятное дополнение – щедрая порция кокосовой стружки. Ее нужно разложить на каком-то плоском блюде или подносе и высушить при комнатной температуре, либо в духовке на низкой температуре, градусов 50. Если есть режим конвекции, используйте его. Домашнее кокосовое молоко готово. Теперь я приступаю к приготовлению йогурта. Для этого в аптеке я купила пробиотик в капсулах. Достать его совершенно несложно, поэтому выбирайте тот, который вам доступен, который вам нравится. Можете даже на этикеточке посмотреть, какие бактерии входят в его состав. На каждые 200-250 граммов кокосового молока я беру 1 капсулу пробиотика. У меня получается питьевой йогурт. Мне он нравится больше всего. Он максимально освежающий. Как я уже говорила, он напоминает айран. Если же вы хотите получить более густую консистенцию йогурта,
йогурта, скажем так, более привычно молочную густую консистенцию йогурта, тут можно пойти двумя путями. Предварительно загустить кокосовое молоко при помощи крахмалов или каких-то гелеобразователей, так очень часто делают промышленные производители, либо же можно готовить йогурт из кокосовых сливок. Можно собрать эти сливки самостоятельно с кокосового молока, либо купить готовые в магазине. Разлейте кокосовое молоко по небольшим стаканчикам. Его температура при этом должна быть 38 градусов. Это чуточку теплее температуры тела. Теперь всыпьте в каждый стаканчик с молоком порошок пробиотика из капсулы и размешайте, чтобы порошок растворился равномерно. Накройте каждый стаканчик чистой натуральной тканью или марлей. Я дополнительно фиксирую ткань резинками. Оставьте йогурт для созревания на 12-20 часов. Вы почувствуете, что йогурт готов, когда услышите, как изменился аромат. Со сладкого в нем появится приятная легкая кислинка. Готовый йогурт перенесите в холодильник. За то время, пока заквашивался мой кокосовый йогурт, молоко разделилось на кокосовые сливки и на воду. Если в этот момент переместить готовый йогурт в холодильник, дать сливкам окрепнуть, хорошенько застыть, можно без проблем собрать этот вот верхний густой жирный слой, и у вас получатся те самые густые жирные кокосовые сливки. Их можно применять для каких-то муссов, для каких-то кремов, даже готовить из них очень вкусное домашнее кокосовое мороженое. Попробуйте обязательно. Наслаждайтесь очень вкусным напитком, богатым полезными бактериями. Готовьте коктейли, добавляйте в кофе кокосовое молоко, а также используйте для приготовления самых разных блюд. Что ж, я очень надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Поставьте лайк, если это так, и не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще на него не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, чтобы при выходе новых видео вы получали уведомления и не пропускали их, потому что у меня всегда все очень вкусно, все проверено, надежно. Оставляйте свои комментарии по поводу того, любите ли вы растительное молоко, или вы просто вот хотите поэкспериментировать и будете делать его самостоятельно впервые. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».